Так, ну что, всем привет, друзья! И вот я наконец-таки добрался до нашей четвертой части нашего удивительного приключения, и оно как раз-таки у нас продолжается. Столько пройдено, столько километров уже позади, и мы все-таки движемся, как не грустно это сказать, в сторону дома. И движемся мы уже после нашего клубничного перевала. Если вы видели в прошлой части, да, его, поэтому обязательно ставьте себе на заметку, если когда-то вы будете двигаться по нему в районе сентября, обязательно заезжайте в него, это просто волшебный перевал, ну, для любителей клубники. Так, ну и в общем движемся мы по трассе, и нам навстречу очень много стало людей двигаться на мотоцикле производства Goldwing. Ну и как вы поняли, это та модель мотоцикла, которую в принципе облюбовали мы. Ну и что, заезжаем мы на очередную заправку. Вот такое скопление непонятных людей у нас здесь. И, ну, я же как человек приличный, не могу не поздороваться с людьми. И поэтому, как ни крути, все-таки мы решили познакомиться, пообщаться, узнать, кто, откуда, как и почему. И, в принципе, даже, вон, видите, заправщики кайфанули с этой компанией, которая здесь собралась у них на заправке. Так, ну а теперь к главному. Что же все-таки здесь происходит? Происходит то, что, в принципе, после недолгого общения, кто, откуда, мы там путешествовали, да, свой маршрут рассказали. Они, получается, едут с очередного байк-фестиваля. И, получается, ребята решили нам вручить почетные знаки, там, Турк Чопперс, Мотоцикл Клаб, если правильно назвать, да, это из города Конья. Ну, на самом деле, как-то все вот так спонтанно получилось, потому что, я же говорю, я подошел, мы пообщались, поговорили, там, ну, кто, откуда, все как-то так интересно произошло, что неожиданно они говорят: подождите, не уезжайте, сейчас мы кое-что вам отдадим. И получается, вот они мне сейчас вот этот вот маленький значок, нагрудный знак такой прикольный прикрепили, говорит, это от нашего клуба, там большой презент вам. Ну, на самом деле было очень приятно. Опять же, одному из лидеров этого клуба я говорю: подождите, ребята, не расходитесь. Я специально всегда для таких путешествий всегда беру, у меня есть коллекционные монеты из России. Да, стоимость их невелика, но в принципе как приятный презент, да, вот где-то вот так путешествуешь, я всегда с удовольствием раздаю людям, и им приятно, и, ну, как бы значимые люди, которые в поездке, да, которые интересные мне, я им с удовольствием, ну, кстати, у нас такая фоточка получилась. И вот, получается, я им эти монетки раздал. Они еще говорят: стойте, стойте. Ну, я уже это не снял. Кстати, мы уже двинулись дальше, но ничего страшного. Я вам сейчас расскажу. Еще, говорит, это, ну, твоя супруга, второй номер. Ну, мы там все, я же говорю, познакомились. И, получается, они даже ей тоже такой знак вручили. Ну, довольно-таки очень, я же говорю, вот в чем кайф. Вот, кстати, мы сейчас поворот на Конью проезжаем. В чем кайф вот этих всех интересных путешествий? Это вот таких встреч, такого общения, получается, что ты нигде его не найдешь, если будешь сидеть дома на диване. Ну, от этого уж, извините, как говорится, никуда не уйти. И да, вот мы здесь ехали какими-то людьми, да, спонтанно познакомились, пообщались, вот такие вот моменты приятные, да, там. Они мне подарили презент какой-то незначительный, да, для них. А для меня это очень было интересно и приятно. Также супруге, кстати, она меня очень поругала, потому что пришлось проколоть ей новую кожаную косуху. То у меня там старая затертая. Я говорю: колите куда хотите, там не проблема, вешайте знак. Еще, кстати, супруга ржала, говорит: если они тебя побить хотели, говорит, их там столько собралось, они тебе любой знак бы туда повесили. Ну, это, как говорится, отступление от нашего путешествия. Ну, вот ради таких моментов ты и отправляешься, кстати, вот в такие дальние путешествия. Вот. Ну и, в общем, мы, как ни крути, уже движемся дальше. А дальше у нас по маршруту в сторону дома
одна из локаций, которая стоит для посещения, если вы движетесь со вторым номером. Да и в принципе, если вам интересны полеты на шарах, это Каппадокия. Один из таких вот, одна из таких достопримечательностей, которая расположена в центре Турции. Вы, по сути, если отправитесь просто туризмом, до нее довольно-таки очень далеко ехать. А здесь по пути в сторону Трабзона мы как раз-таки движемся и проезжаем ее. Вот, кстати, сейчас мы проезжаем город Конья. На самом деле мы уже который раз движемся, да, через него. И по факту, проехал и проехал. Вот в районе того же Ставрополя, да, что у нас. А оказывается, там вообще просто количество жителей в районе, 2 миллионов. На самом деле даже не передать этого. Там очень много промышленных районов. И уже получается как раз таки за городом Конья вот начинается вот эта магистраль, которая мне всегда почему-то напоминает Техас. Вот эти вот вывески, которые, кстати, это деревня цыган. Очень много цыган здесь. Они работают, получается, у турков здесь на вот этих вот плантациях. Реально, на самом деле, их очень много здесь, и поселений таких очень много. И вот получается вот такая трасса, я же говорю, это просто, вырви глаз, не знаю, там без энергетика ее не проедешь. Мы уже который раз здесь движемся, да, по этому маршруту. И вот реально топишь, она просто прямая, невероятно прямая. Это мы снимали в тот момент, как раз таки у нас друзья жаловались, говорят, боже мой, у нас 92-го нету. Я им скидываю как раз таки, посмотрите, что происходит здесь в Турции, тут проблем нету с 92-м. Это мы заехали очередную заправочку, остановились, такие комбайны там стоят. Сельхозтехники здесь, кстати, очень много. Все перевозят, довольно-таки очень симпатично. И супруга не раз отмечала, что по сельхозтехнике и вот этим моментом, да, когда ты едешь, и такие вот поля, они все обработаны, все так красиво сделано. На самом деле такое ощущение, что даже между теми же садами яблок, да, подметают люди. На самом деле так чисто, так прибрано как-то. И интересная работа по сельхозназначению. А это у нас получается, мы ехали, я не пойму, там народу столько, все останавливаются, что-то собирают. А это какой-то, получается, видимо, сельхоз грузовик ехал или что-то. И на повороте здесь рассыпал очень много лука. И народу позбежалось, просто, тьма, там слева, справа, все этот лук грузят, прям мешками собирают. Действительно, гляньте, посмотрите, сколько его там собрали в эту тележку. Да, и мы еще дальше едем. Я думаю, бедный человек, да, и что ему никто не сказал, что вот этот лук с него сыпется и сыпется. И мы еще ехали, получается, таким моментом. Я не пойму, что происходит, как это мы его еще бедовозный район назвали. Я еду, не пойму, какая-то, жидкость разлитая по дороге. И получается, мотоцикл так кидать начало. Впереди едет грузовик, он везет какой-то, очень длинный негабаритный груз. И у него прям с бака просто льется соляра, просто жесточайше. Там по всему асфальту соляра, я еле мотоцикл удержал. Я говорю, на этот лук не хотел смотреть. И мы, получается, кое-как проскочили этот момент. Они, кстати, съехали в сопровождении сотрудников полиции, они были, дорожной инспекции. И, получается, я же говорю, там нанервничались на этом перекрестке. Вроде сначала так прикольно, как смотреть, как этот лук собирают. А потом, я же говорю, он солярку разлил по всей трассе. И мы кое-как устояли. Многие, конечно, посетуют на то, что мы тоже себе лука немного не набрали. Все-таки местные, довольно-таки сладкие, это из местных регионов. Что я вам скажу, супруга заставила меня пару мешков все-таки набрать его. Поэтому мы уже более в тяжелом состоянии движемся в сторону Каппадокии. И как вы видите, по ландшафту и по дизайну все-таки мы уже приближаемся к этому замечательному району, это Невшхир. А здесь уже, куда ни глянь, тут место для фотолокации. Друзья, мы наконец-таки добрались
Да, и Каппадокии. Ну, а это у нас отсылка и все-таки привет нашим друзьям, которые ездили сюда в это путешествие. Ну, если вы посмотрите пару роликов назад, мы путешествовали 2 мотоциклами по Турции. И вот отсылка у нас к и Каппадокии. А и Каппадокии я вам сейчас расскажу, почему так получилось. Мы одним из вечеров, когда приближались к Стамбулу, подъехали туда, получается, стояли, разговаривали. Я говорю: ребята, вот сейчас мы уже заезжаем в Стамбул довольно-таки серьезно, да, вот столько пропутешествовали. Я говорю: а теперь вы должны знать, что правильно говорить, ну, добавлять букву И, Стамбул. И вот как раз таки подружка нашего друга, который с нами ехал, да, вот второй номер ее можно назвать, она говорит: это что получается, следующая остановка у нас будет и Каппадокия? Ну и у нас с тех пор к каждому городу мы добавляем букву И, чтобы немного добавить юмора. Ну а мы тем временем уже добрались до самого города, да, здесь Невшехир. Уже получается, вот смотрите, сколько отелей здесь, вот таких вот эпичных, в которых можно жить как в скале. Ну и в принципе на этот момент у нас получилось, да, вот мы 501 километр пропилили уже. Это в течение дня, уже ближе к вечеру мы добрались как раз таки вот до самой той Каппадокии, которую вы знаете. Вот отель, который мы забронировали. Ну, с таким замечательнейшим видом. Да, история поиска этого отеля, это, конечно, отдельная история, поскольку все-таки мы здесь уже были не первый раз. Это наш отель. Можно вот тут купаться. Я не знаю, пока еще я не созрел. А, да, кстати, у нас в номере есть еще одна свободная кровать. А так вид весь на Каппадокию. Ну, а теперь я вам расскажу про историю заселения. Тот отель, который мы изначально рассматривали, да, в котором мы постоянно останавливаемся, довольно-таки очень много здесь, как оказалось, ремонтов дорог производится. Поэтому мы отправились сначала к старому отелю, к своему, и вроде бы все неплохо, но там настолько бордюр подняли, что вариантов заехать туда не было. И получается здесь, как вот, кстати, у нас в начале путешествия в Грузии, да, вот эти вот бордюры поднятые, ты никуда в отель не заедешь, парковки, ну, где-то либо бросать на улице, если у вас еще, может быть, там чехол есть, ну, в принципе, как и у нас, то есть вариант бросить этот мотоцикл, да. А так вообще, конечно, в любом случае ищешь, чтобы во внутренний двор загнать или еще куда-то. А здесь, я же говорю, столько ремонта было, что, ну, вариантов не было. И мы подобрали вот такой отель с видом на всю вот эту Каппадокию, да. Но, конечно, немного переплатили, но... И не то, что переплатили мы, это не самая главная проблема. Проблема в том, как мы припарковали мотоцикл. Ну, чуть позже вы увидите, это парковка не очень удачная, но, по крайней мере, полностью асфальтирована. Она не то, что асфальтирована, здесь большая часть дорог, она такой брусчаткой, камнем уложена. Остановились мы вот в такой кафешечке, ну не кафешечке, а отеле. Вот там у нас номер внизу, вот тут террасы. Там поставили мотоцикл. У нас тут еще одна терраса. Видите, с таким бассейном. И смотрите, что в бассейне отражается. Та-дам! Ну и, конечно же, ни секунды задержки, и ранним утром мы вот, да, здесь, конечно, по видео не понять, как движутся камни под моими ногами, когда я спускаюсь вниз по этому прекрасному парапету. Да, ну вот так приходилось маневрировать ради того, чтобы отправиться в сторону, где как раз таки взлетают шары. Это каждое утро обязательно, не пренебрегая ничем, вы должны все-таки двинуться в эту локацию. Это то место, я обязательно его отмечу, где взлетают шары. Там очень симпатично, много таких вот эпичных видов на вот эти старты. Ну и в принципе, если вы планируете, опять же,
полетать на этом шаре, то это заблаговременно вам нужно сделать. Вам нужно согласовать с кем-то, если вы приезжаете, даже зачастую, когда приезжаешь, ну, заранее, там в районе обеда, подходишь и говоришь, можно забронировать полет на шаре, они говорят, что, к сожалению, на завтра все занято. Они же созваниваются с многими, да, кто взлетает. Ну, вариантов полетать не было. Поэтому мы направились на стартовую площадку и решили просто посмотреть, пофотографироваться, поснимать то, что есть. Ну, я вам скажу, в принципе, этого довольно-таки достаточно, потому что виды это, ну, непередаваемая красота. Та красота, которую вам даже ни одна камера не опишет, только ее надо наблюдать своими глазами. Тут, конечно, по самой Каппадокии не перелазить все. Тут в каждой горе пещерка. Вот она сама долина, откуда стартуют шары. Вот она сама Ирина. Ну вот, в принципе, и все, да. Нагулявшись по самой Каппадокии, мы потихонечку решили собираться. Ведь сегодня мы планировали выдвинуться сначала пораньше, но загулявшись здесь и зная, что у нас все-таки еще бассейн, хотелось там искупаться, мы здесь на смотровой площадке уже все для себя отсняли, все для себя пофотографировали, да, и уже, как видите, в принципе, шаров как таковых уже очень мало осталось. Поэтому мы потихонечку собираемся и движемся в сторону отеля. Ну и, конечно же, перед отелем нас обязательно ждет моя любимая удивительная дорога. Это подъем сейчас наверх. Ну, наверх, в принципе, там залетаешь без проблем. Раз, два, и ты там. Тут немного пришлось похулиганить, чуть-чуть под знак проскочили. Ну, он не такой уж и знак был, как мы потом убедились в этом. Ну и, в принципе, вот там наш отель расположен. Ё-моё, как они тут сидели вчера 3 часа. А ты часы не снял? Освежающий освежитель. Да, пришлось хорошо померзнуть ради красивых, как говорится, фотографий и видео. Супруга даже не рискнула сюда, в этот бассейн нырять. Ну, водичка там действительно прохладная, поскольку тут-то ночью всегда довольно-таки прохладно. Ну и, соответственно, он без подогрева. Ну, так, как говорится, расслабиться можно. Вот, обратите внимание, какие замечательные виды. Да, действительно, смотровая у этого отеля достойнейшая, и поэтому пришлось немного переплатить за нее. Ну а мы, получается, уже немного задержались, и вот под чутким руководством я пытаюсь потихонечку спуститься и выехать с отеля. Экшены нам не нужны. Да он же тяжелый. Так, смотри, ты прям на ямку едешь.
Да, да, так проходишь. Опачки, индурик не поехал, а мы поехали. Да. Да, кстати, вечером у нас был ужин на этой прекрасной террасе. Мы сначала хотели пойти в кафе посидеть, но поскольку, я же говорю, очень удачно в этом плане сам отель, да, удачен тем, что вы можете, в принципе, наверху расположиться, да, приобрести какую-то свою еду. Я, кстати, направился, там нашел 2 шаурмы, приобрел я, и бутылочку пива я прикупил. Получается, 2 шаурмы мне вышли 270, и бутылка пива 51 лиру. Ну, в принципе, довольно-таки приятно было посидеть даже вечер, несмотря на то, что мы там по каким-то кафешкам в этот раз не ходили, да, нигде в ресторанах не сидели. Ну, все равно нам очень понравилось. Ну и вот, получается, мы объехали крупный город, да, который в районе Невшхира, он Кайсери называется, и двинулись в сторону тоже крупного города Сивас. Уже по ночевкам мы, в принципе, не знали, где нас ночь застанет. И, ну, уж что до Трабзона мы точно не надеялись доехать сегодня. У нас привальчик, вот кушаем, вон там мотоцикл, вот столов. Чай. Ну вот, кстати, вам, если интересно, можете на паузу поставить, посмотреть, да, что по стоимости стоит здесь. Ну, в эту, кстати, столовую на трассе мы уже, в принципе, не первый раз заезжаем. Как-то с Кипра тоже возвращались, заезжали в него. Мы ее сразу заприметили. А это вот по трассе, кстати, такая интересная избушка на курьих ножках. Мы ее уже не первый раз встречали здесь. Этот участок, в принципе, для нас уже не первый раз был пройден, да. Поскольку мы здесь и двигались, и когда с Кипра возвращались, и когда вот с друзьями ездили тоже в путешествие. Поэтому мы уже знаем его. Но поездив по Турции, я вам скажу, наверное, мне он больше всего нравится. Здесь очень много перевалов всяких, вот этих вот дорог. Сама вот дорога на Сивас и после Сиваса на Трабзон сюда, когда вы идете уже, она довольно-таки очень симпатичная. Ну, я же говорю, с этими перевалами, причем довольно-таки не маленькие перевалы, они в районе 2 километров высотой. Поэтому, ну, есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться. И она, дорога не такая скучная, она здесь никогда не прямая, все время извилистая. Так, ну в общем, что у нас по плану? А по плану у нас получается, мы движемся в сторону Трабзона. И вот тут у меня каждый раз встает такая вот интересная загвоздка. Если вы проложите путь до Трабзона, да, из Каппадокии, то самый короткий путь она прокладывает вам, получается, как раз таки вот крупный город, вот этот Сивас. Вы через него проезжаете. И потом на перевале идете через город Сиран, не доезжая до города Эрзинджан. Вот, простите с названиями. Ну, там будет понятно, когда карту эту проложишь и увидишь. И вот у меня всегда дилемма была, получается. Если поехать через Сиран, это на 70 километров короче. Но тогда, получается, перед городом Эрзинджан вы не сможете посетить удивительнейшую такую вот тоже одну из таких кафешек, да, на трассе, где вот я считаю, что все-таки там готовят самый лучший Адана кебаб. Никому не в обиду, но для меня он действительно самый лучший. И поэтому, ну, как бы я очень долго колебался, но думаю, обязательно надо же заехать, надо показать, что за столовая, где она находится, как она выглядит и действительно ли, ну вот в этом году получается, ну мы же в прошлом году были там, и в этом году также остался сервис на уровне, питание на уровне, да, качество питания на уровне. Поэтому мы решили, что для нас 70 километров не такой страшный крюк. Тем более по планам мы все-таки, конечно, навигатор поставили на Трабзон, но ехать мы все-таки планировали до темноты и где-то искать себе отель. Ну, главным это, конечно, было заехать в эту замечательную столовую.
Ну, что я вам хочу сказать. Получается ситуация такая. Едем мы, едем. И тут на горизонте уже появляется как раз таки, ну, вот этот перекресточек мы проезжаем. И на горизонте это заправка. И за заправкой как раз таки наша кафешка. Ну, я вам скажу, разочарованию не было предела. Это просто, я не знаю, сумасшедшее горе. Еще плюс то, что ты накрутил, да, там 70 километров ради, ну, грубо говоря, еды, да, вот так вот заехать, вот посмотреть, да и контент хотелось снять. И представляете, там все завалено, закрыто и все. И она закрытая, эта столовая. Поэтому мы реально очень расстроились. Я, честно говоря, погневался, наверное, весь оставшийся путь я об этом думал. И, в общем, ситуация такая. Ну, обиделись, да, как бы. Дело к вечеру. Надо все-таки искать где-то еду, провизию, пропитание. И мы, получается, двинулись дальше. И дальше по пути у нас как раз-таки вот перед городом Эрзинджан у нас уже был съезд. И ты уходишь там на перевал налево. И на перевале уже в сторону Трабзона по этим горным серпантинам топишь потихонечку. В общем, ехали мы, но вариантов таких, что мы уже ездили этой дорогой. И учтите, что здесь до Трабзона очень мало кафешек. Вы, в принципе, ничего такого не найдете, если какого-то запаса еды у вас нету. И получается, перед самим поворотом уже на Эрзинджан, вот прямо, а налево в сторону Трабзона, мы встретили несколько кафешек. У первой так мало народу было, мы проехали, а у второй как раз таки стояли вот камазисты. И вы не поверите, каково было наше удивление, когда мы встретили знакомые лица в этой кафешке. И это оказалось, получается, вся их компания переехала в новую локацию. Да, вот они сейчас здесь, они там, говорят, мы потом начали общаться, разговаривать с ними, что да как. Он говорит, что они переехали оттуда, здесь как вот место более такое продуктивное и ближе к городу, получается, с города люди к ним приезжают, кушают. Ну и вообще у них здесь и отель свой есть. Ну, в общем, я вам скажу, радости не было предела. Вот как раз таки мы сейчас там вдалеке видно, как общаемся, выясняем, что да как и почему так произошло. Ну, на самом деле, мы реально, насколько фортуна нас, да, привела к тем же людям, получается. И вот, ну, вот такое место, обязательно я вам на карте его отмечу, потому что, я же говорю, я очень их кухню люблю. И опять же, мы закупились и здесь покушали, поужинали уже, получается, и на дорогу себе обязательно приобрели, потому что, в принципе, ну, я же говорю, еда очень вкусная у них. Ну и, конечно, прелесть современных технологий — это что-то. Поскольку, да, я там ему на переводчике турецком пишу, использую там Google переводчик, там сообщение ему. Он долго читает, я думаю, да что ж такое. А потом супруга вспомнила, что они же не турки. Ну, в общем, мы выяснили, что они разговаривают на язык фарси. Он же диалект похожий, персидский. Я думаю, елки-палки, это что такое вообще? Зашел, вбил, я нашел как раз таки персидский, фарси нету в переводчике. И получается, когда я уже ему на персидском написал, ну там я написал, вернее, на русском, а когда на персидский это все перевелось, да, и он увидел, и он там на ломаном английском кое-как нам поотвечал. Ну, в принципе, диалог состоялся, мы друг друга поняли, кто мы, и он вспомнил нас, я же говорю, сам этот шеф-повар. Ну, довольно-таки было очень интересно. Особенно я никогда не думал, что вы когда-нибудь видите на персидском какой там интересный шрифт. На него смотреть больно, не то, что я не представляю, как они бедные пишут. Ну, опять же, это их культура. Поэтому, ну, я же говорю, вот эти технологии, они выручают просто безумно. Вот, кстати, сейчас мы направились уже на перевал и потихонечку решили двигаться в сторону все-таки Трабзона, и по возможности, ну, получится доехать, ну, там уже на удачу, в общем. И ситуация такая, что перевалы мы вот эти проходили, они, ну, еще солнце не в закат не ушло. Вот, кстати, видите, перевал 2120. Ну, красиво. Здесь уже, кстати, подмерзать начали, уже пододелись немного, поскольку температура тоже сильно подупала. Ну, и перевал такой высоты, да, получается. И уже дело к ночи. В общем, ситуация какая? Едем мы, едем, уже до Трабзона остается немного. И там перед Трабзоном есть, получается, такое место,
Это перевал такой он. И там наверху такая кафешка, она симпатичная с видом. Мы думали уже, ладно, дотянем как получится до Трабзона. И, в общем, мы заехали в один тоннель, в другой, и должны были уже уйти на этот перевал. И тут мы едем по этому тоннелю. Я не пойму, он не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается. 10 минут едем, 15, 20. Там только потом начало там 5 километров что-то там написано, там раз там 2 километра. И мы, ну это просто невероятнейший тоннель был. Мы когда из него выехали, быстрее гуглить, оказалось, что они пробили третий в мире по протяженности тоннель длиной 14,5 километров. Но это, конечно, что-то невероятное для того, чтобы дальнобойщики, когда в зимний период, они на вот этот перевал не уходили. Ну, с одной стороны, конечно, это было реально жутко. Мы не были готовы к такому тоннелю, потому что, ну, это было что-то невообразимое. Но поднялся адреналин, ажиотаж, и, кстати, мы получили штраф в этом тоннеле, поэтому мы зачекинились в нем на все 100%. Ну и как вы можете видеть, преодолев 715 километров, даже для нас это было сюрпризом, но мы все-таки добрались до Трабзона. И заселились вот в таком симпатичном отельчике. Кстати, самое удивительное, что мы здесь уже жили до этого, и нас сразу же, кстати, узнали. Это было очень приятно. А это мы добрались до Трабзона. Я тут как-то днем бывал, довольно-таки серо как-то было, а сейчас ночью с такими подсветочками. Тут смотрите, как красиво все. Завтра днем еще тут погуляем. Так, наступило утро. У нас еще в багажнике есть пару свободных мест, поэтому мы решили прогуляться в сторону рынка. Может быть, что-нибудь себе приобретем. Вот, кстати, как это все вчера красиво светилось, сегодня, ну, просто красиво. Короче, я, может быть, полная деревня, но, блин, это просто класс. Мусорные баки стоят внизу, нажимаешь на педальку, скинул туда вниз, даже большой мусор можно скинуть. Это просто офигеннейшая идея. Вот почему ни у кого не было идеи пнуть этот шарик вниз туда по улице. Да. Тут, кстати, тоже Макдональдс закрывается, смотрите. Да, я хотел сфотографировать, какой курс, но все, светодиоды дешевые. Поэтому ничего не видно. Вот вам, если что, на видео на паузе нажмете. Тут похоже, как в Греции. Они часиков в 6 уже закрываются вечера. Открывается только часиков в 10, в 11. Потому что 9:30, а тут еще муха не валялась. Пустые улицы. Все закрыто. Прошлись по вещам, конечно. Поняли, что все очень дорого. Теперь идем по оливкам. Ну, вообще оливки есть на развес. Вот у меня такую булочку. Баклажаны синенькие. Ой, это сушеные баклажаны. Перчики сушеные. Вот тавук по 8,85. Сливки по 20. Виноград по 60. И какая-то классная лепешка. В общем, пока гуляли по овощному рынку, вот такого красавчика увидели. Сохран просто идеальный. Так, ну а мы стартуем. Вот наш отельчик, в котором мы жили. Уже, кстати, байкерам здесь скидка. Ну и, как обычно, не удержались от покупок. И у нас прибавление в багаже. Вот такая вот сумка. Так что мы навьючились как никогда.
вот виновница покупки новой сумки. Так, ну что, лимиты, получается, по максимальному багажу у нас исчерпаны. Все, что мы смогли закупить, мы закупили. В основном это, конечно, оказались явства. Это оливки и дополнительные всякие там блюда. Поэтому мы, в принципе, уже двинулись в сторону Грузии. Поскольку сегодня мы уже хотели пройти потихонечку границу, не спеша, да, и к вечеру мы хотели добраться до района Черноморского побережья. Это район города Уреки. Там еще магнитные пески есть, ну, довольно-таки очень интересный райончик. Да, кстати, очень интересный факт у нас получился. Вот уже здесь, получается, от Трабзона до границы почему-то на заправках не очень стали принимать карту. Вот только расплачивались наличкой. У нас была, напомню, что Union Pay, это Газпромбанка. И здесь вот несколько терминалов ее отклонило. И, кстати, в Трабзоне тоже по срабатыванию именно оплаты картой были довольно-таки, ну, 50 на 50, можно сказать. Поэтому учтите эти моменты. Я не знаю, с чем это было связано, потому что там центральная часть Турции и, получается, та дальняя часть в районе Стамбула. Там вообще, в принципе, особенно на заправках, проблем с оплатой не было. А вот здесь возникли какие-то моменты непонятные. Ну, это, опять же, может быть, другого банка более будет нормально работать. Ну, а мы потихонечку движемся в сторону границы. Здесь уже вот такие вот, да, разрушенные моменты были дорог. Там несколько участков под ремонтом были, потому что сели такие, посходили. Ну, это как раз дожди были периодом. Мы как раз после всех этих мероприятий же двинулись в путешествие. Это вот супруга снимала уже саму очередь, потому что мы попали, там как раз перед нами несколько автобусов заехало. Ну, Ирина, чтобы не скучать, решила и очереди, и меня поснимать. Ну, вот как раз таки вот тот момент удобства передвижения на мотоцикле. Я вот как раз таки эти все автобусы здесь и обогнал. Ну, единственное, чуть-чуть супруга пока подзадержалась, да, я ее там немного подождал. Ну, в принципе, уже здесь, на границе, на выезде из грузинской границы, у нас все нормально, мы встретились, я ее быстрее забрал. И мы отправились в сторону города Батуми, поскольку в Батуми я все-таки хотел успеть заехать в свой любимый магазин с виноградным соком, поэтому немного запастись на дорогу, все-таки жажда она такая, мучает иногда. Ну и в принципе, вот видите, мы уже движемся по Батуми. Ну, такой город довольно-таки очень контрастный, интересный. Тут и старые районы есть, и новые. Застройки новые очень, ну, славятся в Батуми. Я думаю, что на многих рекламных роликах и счетах вы видели такие красивые высокие здания. Типа Moscow City, можно, наверное, так их сравнить, я не знаю даже, как правильно в этом плане. Ну, а мы подъезжаем к нашему магазину виноградного сока. И я вам сейчас немного расскажу предысторию, почему мы все-таки решили остановиться в районе Уреки. Это вот как раз таки вот эти магнитные пески. Там перед поездкой у нас такая ситуация сложилась, что мы общались с людьми на форуме голдоводов в Телеграме. И я у многих спрашивал, кто-то собирается, может быть, ехать, может быть, с кем-то там какую-то часть пути преодолеть. Ну, в общем, мы там с человеком познакомились, и он сказал, что, ну, я тоже в сторону Турции буду ехать. Ну, я говорю, я стартую первый. Вот, кстати, наш любимый магазин. И я, в общем, стартую первый, а ты тогда догоняй, либо где-то пересечемся. Ну, с течением обстоятельств у него не получилось выехать вовремя. Он потом сместил еще на неделю. И, по сути, у нас получилось так, что мы уже выезжаем с нашего путешествия, а они только сюда приехали. И, получается, в кемпинге они остановились, скинули нам локацию. И мы вот потихонечку решили прокатиться, вспомнить Батуми и уже направиться в сторону как раз-таки этой локации, где они поставили свои палатки. Вот вам повторюсь еще раз, да, вот эти вот такие путешествия, они сводят людей из разных городов, зачастую из разных стран, получается. И, ну, действительно,
из-за вот этих моментов, когда, да, вот мы сейчас едем с неизвестными людьми, да, никогда с ними не встречались, вот договорились, там, в каком-то кемпинге встретимся, познакомимся, пообщаемся, что за люди, да, вот такое вот знакомство. Ну, вообще кайф, конечно, вот таких вот именно спонтанных знакомств, путешествий, он присутствует, вот дает такой вот драйв и ну, толчок к следующим путешествиям, когда планируешь уже, вроде и с этого зачастую едешь и думаешь, вот с этого путешествия еще как бы до домой не доехал, а уже думаешь, в следующем году я бы, конечно, и сюда бы заехал, и здесь бы посмотрел, и, может быть, там, ну, в ту часть там страны съездил. Ну, заставляет, в общем, задуматься и насладиться вот таким вот моментом. Ну, а пока я вас загрузил немного вот такими лирическими вопросами, мы уже проехали весь Батуми, уже солнышко у нас неумолимо падает в закат, и мы приближаемся к нашей интересной цели, да, это вот палаточный лагерь в районе города Уреки. Вот приехали мы на такой кемпинг. Шикарное море, просто шикарное. Пляж, как я люблю, песочек. Правда, черный, быстро нагревается. Вот такой тут кемпинг, небольшой, в принципе. Мы вот там мотокомпанией стали. Здесь кухня есть, холодильник общий. Там в углу 2 туалета, 2 душа. Места немного, ну, все, в принципе, не жалуются. Вот. В теньке мы часть палаток поставили. Это, получается, наш лагерь. И все, вот он, въезд. Да, бардак, это правильно. Да. Простите, мы не пропылесосили. Даже ремонт мотоциклов недорого тут. Сказали, что бредни, так мы хоть не пылесосили. Но почему-то шашлыка мы не дождались. Долго ехали. Да, вот так мы собираемся. Ирина, собирайся давай, а я буду снимать. Да, ну и все как обычно. Планировали одно, получилось другое. Это я уже в районе обеда неспешно иду в сторону завтрака. Девчата меня ждут уже здесь. И получается, вот если с таким прекрасным видом, вот можно здесь недалеко покушать. Ну что я вам скажу, да, вроде как бы мы вечерком сели, познакомились. Пока знакомились, у нас уже дело перевалило за 12 часов ночи. Конечно, мы планировали сегодня утром стартануть побыстрее, но так уж ничего не получилось, поскольку вот такое замечательное знакомство. А я думаю, что многие знают, если беседа идет интересно и увлекательно, то время неумолимо просто проходит мимо вас. Поэтому мы, я же говорю, планировали реально, прям рано мы хотели стартануть, но стартанули аж после 3 часов дня. Ну и в принципе мы не жалеем об этом, потому что мы так с удовольствием проснулись, позавтракали, на море сходились, с ребятами еще побеседовали там, поделились опытом путешествий, ну и различными моментами по поводу мотоцикла Goldwing. В общем, ну, знакомство прошло на ура, все остались очень довольны, не пожалели, что действительно вот этот кемпинг нас здесь свел, получается, в Грузии, да. И, ну, вот мы, конечно, расстроились, что у нас времени мало. Конечно, хотелось еще буквально пару ночей там остановиться. Да и место само по себе, я вам скажу, возьмите на заметку, очень интересное. И по пляжной линии, и вот по самому кемпингу оказалось все довольно-таки уютненько. Ну и плюс наша веселая компания, она просто скрасила весь этот отдых. Ну а мы тем временем, как ни крути, движемся дальше. А дальше у нас по планам мы едем в сторону уже перевала. Но перед перевалом, конечно же, мы не можем не проехать за Мцхетой. Есть наша любимая Хинкальная. Поэтому
В любом случае мы оставляем место в наших желудках, как говорится, для того, чтобы поужинать, подкрепиться перед перевалом и двинуться в сторону той гостиницы, про которую я уже не раз вам говорил. Ну, в принципе, она тоже в подписях здесь есть. Она перед перевалом находится в сторону Гудаури, получается. Ну, а как вы можете видеть, уже мы сейчас выскакиваем на саму трассу. Уже, кстати, имейте в виду, что, как обещают, по крайней мере, ну, мы с местными здесь разговаривали, что линию тоннелей они по одной стороне откроют уже, получается, до Батуми. То есть все вот эти пробитые тоннели, да, одна часть откроется уже в конце этого года. Но это опять же со слов местных жителей. Поэтому надеемся, вот, что здесь, конечно, вот такие вот поселки, они очень колоритные для этих путешествий, для этих мест. Я же говорю, вот здесь вот эти вот, получается, вот эти булочки продают. Но устаешь от этого очень сильно. Вроде километраж небольшой, движение там очень медленное в этих как раз таки поселках. Поэтому, ну, конечно, они вроде и колоритные, и в то же время, когда ты уже ездил, да, по этой трассе много раз, уже хочется быстрее это все проехать, эти моменты. Поэтому, конечно, если этот участок они действительно запустят, я думаю, будет очень зачетно. Так, ну а мы добрались до нашей хинкальной. Так, ну мы, как обычно, заказываем чуть-чуть покушать. Вот столько какие хинкали Ирина себе заказала, да. А я себе вот такой пирожок. Вот свист пирожок, говорят здесь. Да. И получается, у нас он там мотоцикл стоит. Там наша любимая хинкальная. Мы сюда постоянно заезжаем. Сейчас жду свою порцию хинкал. Эх, друзья, самые шикарные хинкали. Так, ну что я вам скажу. Самое главное мы уже сделали. Топливом заправились, едой подзарядились. И поэтому у нас предстоит нелегкий путь. А нелегкий он потому, что мы дальше немного перестали снимать из-за дождя. Я вам скажу, что произошло. Залупил такой ливеняка. Это просто жесть. Нам хотя оставалось, да, по пробегу, в принципе, 60 километров до отеля. Но это, казалось бы, совсем немного. Но ехать было просто невозможно. Я забыл обработать визор антидождем, поэтому вариантов особых не было. Мы нашли кое-какой навес, успели одеться. И я вам скажу, ну, было какое-то невероятное мучение. Встречка, когда идет, ты ничего не видишь. Ну, слава богу, потом где-то вот под навесом мы еще заполироваться получилось немного вот стекло и визор антидождем хотя бы как-то начал видеть. Ну, кстати, по иронии судьбы, уже перед самим отелем уже, в принципе, дождя не было. И мы, приехав в отель, встретили нашу старую знакомую. Она нас быстренько заселила. Уж что-что, а мы не ожидали. Оказывается, в 23:00 они все закрывают свой отель и расходятся по домам. И возвращаются где-то примерно к 8 утра. Я же говорю, нам буквально вот, ну, секундой бы позже, может быть, где-то задержись, там, подольше переодевайся. Мы реально бы не успели заселиться в этот отель. Приехали вот как раз таки вот за 5 минут, они уже все с сумками в коридоре стояли. Но все равно приятно, нам и водички оставили, и все, с утра проснулись, нам девчата чайком нас попоили. Ну, очень довольно-таки здесь приятно привечают всегда нас, ну и не только нас, уже после нас и друзья здесь останавливались. Ни в коем разе это не реклама, это просто делюсь, ну, хорошим отношением и хорошими впечатлениями, которые нам оставляет, да, этот, поскольку он сам нами используется только для, буквально для отдыха какого-то суточного, да, вот мы уже наступил следующий день, мы вот решили отзавтракать, кстати, вот вы узнаете этот пирог, приобретенный буквально сутки назад. Он нас, кстати, выручил, вот видите, перед дальней дорогой, а путь у нас сейчас не близкий. Ближайшая остановка у нас для кемпинга, да, для такого отдыха, это все-таки Владикавказ. Это нам нужно 2 границы пройти, поэтому подкрепиться нам в любом случае стоило утром. Так, ну что, хозяйка пожелала нам счастливого пути, и мы отправились дальше. И дальше мы движемся уже к границе Грузия-Россия.
Ну, один из моментов, кстати, вот раз уж мы заговорили о еде и ее последствиях, учтите, что получается после прохождения грузинской границы есть приличный туалет. Вот вы прям как выходите из КПП, и справа у них такие более или менее приличные туалеты. И потом вот вся проблема, когда ты подходишь к российскому КПП, зачастую бывало, и сейчас мы, кстати, тоже нарвались на такую ситуацию, что мы очень долго стояли. Реально просто была там, мы как раз попали в пересменку, и плюс то, что дорогу там сейчас делают. И вот этот участок перед российской границей, да, там есть туалеты, но лучше просто считать, что их там нет. Поэтому вы должны этот момент учесть, подготовиться к этому. Это действительно серьезно, потому что когда стоит, особенно когда вы движетесь со вторым номером, вы должны понимать, что там реально некуда сходить. Так что, ну вот на заметочку вам. А тем временем уже уйдем от туалетной темы, да. Зацените все-таки, какая прекрасная здесь дорога. Я уже не один раз говорил, что если даже вы не хотите куда-то или боитесь далеко двигаться, там путешествовать, просто вот здесь пересеките вот эту границу от Владикавказа, сверните сюда в сторону Грузии, да, и проедьтесь по этим перевалам, там за самим Владикавказом. Это просто сумасшедшая дорога. Здесь вот прокатитесь буквально до Тбилиси, там же по километражу совсем немного. И вот посмотреть вот такие моменты. Да, у нас на Кавказе тоже очень много. Та же дорога на Джилысу, это что-то непередаваемое. Я считаю, это лучшая дорога с видом на Эльбрус, наверное. Вот на его вот эти вот правильный ракурс, наверное. Вот честнее, как правильнее будет так сказать, что там на этой дороге более правильный ракурс на Эльбрус. Но здесь и вот эти скалы, вот эти вот как раз таки перевалы, это что-то. И это позволит вам окунуться, как раз таки испытать себя в плане путешествий. Ну а тем временем, пока я вот вас, как говорится, умолял начать путешествовать, мы уже приближаемся к грузинской границе. По прохождению грузинской границы в этот раз, ну в принципе у нас там и машин-то не было, там 4 машины передо мной стояло. Мы очень быстро прошли все, и супруга очень быстро все моменты по поводу там пересечения границы сделала. И опять же, ну вот, кстати, моя любимая тема. Не люблю вот это вот останавливаться, заводить, проехал 5 сантиметров. Я всегда на границе уже по старой привычке толкаю мотоцикл. Это вот уже получается вот такая трагическая ситуация. Вот сели, сходили. Да, это вот кусочек был между российской границей. На российской границе мы даже не стали ничего особо снимать. В принципе, прохождение было долгое, потому что был ремонт, была пересменка. И, в принципе, ну, все хорошо. Прошли ее быстренько и удобно. И тем временем уже у нас было дело за обед перевалило, поскольку на российской границе, вот чисто на прохождение российской границы, мы потратили больше 1,5 часов. Несмотря на то, что нам еще и удалось немного объехать автомобили, да, поскольку мы двигались на мотоцикле. И мы уже давно хотели посетить вот во Владикавказе такой ресторанчик под названием Дендрарио. И, ну, я вам что скажу, довольно-таки очень приличное место, вкусная еда, не пожалели, а после турецких цен, вы можете посмотреть на этот чек, тут вообще просто все дешево. Ну, в общем, перекусив и, как говорится, приготовившись к дальнему путешествию, ведь у нас уже все, дорога до дома. Ну, а нам с вами, друзья, остается только одно, подвести итоги нашего удивительного и прекрасного путешествия. Да, немалый километраж был пройден, это все-таки в районе 6500 мы преодолели. И по итогу, что я вам хочу сказать? Ну, я остался настолько в восторге от этого путешествия, сколько было приобретено знакомств, сколько мы посетили этих удивительных мест. На самом деле просто не передать, да, несмотря на то, что мы и с людьми из-за границы познакомились, и опять же вот ребята из Москвы тоже. Нет, это просто не описать словами, это надо пробовать. И что, а я вам уж точно рекомендую, садитесь, будь то на двухколесный транспорт, на четырехколесный транспорт, но обязательно отправляйтесь в путешествие.
Несмотря на всякие разные нюансы, итог нашего путешествия один. Мы остались очень довольны. И обязательно будем еще стараться отправляться в различного рода путешествия. Поэтому всем счастливо, всем удачи, до встречи на дорогах.